Всем привет! В Чехии через пару дней мы будем праздновать Пасху, Великоноце. А один из символов чешской Пасхи – это пасхальный барашек, великоночный баранек. Выпечка в форме барашка из простого бисквитного теста. На приготовление своего барашка меня вдохновили фотографии, которые каждую Пасху снова и снова появляются на просторах интернета. Некоторые из них, мягко говоря, так себе. Мне стало интересно, что получится у меня, так как сама готовить я его буду впервые. Но какой бы барашек у меня ни получился, я честно покажу вам свой результат. Итак, нам понадобится 300 грамм муки, 250 грамм сахара, 7 яиц, белки и желтки отдельно, цедра лимона, лимонный сок и, конечно же, форма для выпечки. Сначала поставим разогреваться духовку на 200 градусов и подготовим форму. Ее надо смазать сливочным маслом и присыпать небольшим количеством муки. 2 целых яйца и 5 желтков взбиваем миксером. Затем добавляем сахар, лимонный сок, цедру и муку. После этого взбиваем 5 белков до белой плотной пены, которую смешиваем с получившимся тестом. Тесто выливаем в форму и отправляем в духовку на 35 минут. Мы оставили нашего барашка в духовке на 35 минут, а пока наша выпечка готовится, давайте поговорим о чешских пасхальных традициях. Почему же в Чехии так популярна эта пасхальная выпечка? Барашек – символ Иисуса Христа. Агнец или баран или ягненок в христианской традиции является символом жертвенности и возрождения. Этот образ возник еще в ветхозаветной истории об избавлении народа израильского от египетского рабства в Великую ночь. Кстати, интересно, что в чешском языке Пасха так и называется – Великоноце. Христиане также унаследовали традицию есть ягнятину на Пасху. Но поскольку это мясо в чешской культуре не является распространенным, чехи придумали выпечку в форме барашка. Памласка – так называется сплетенный пучок из ивовых прутьев, на конце которого завязаны цветные ленточки. Название происходит от слова «помладить» – «омолодить». В пасхальный понедельник мужчины ходят с памлаской по домам на коляду. Слегка хлещут женщин, чтобы те были молодыми, красивыми и здоровыми. В благодарность они получают в подарок крашеные яйца. В некоторых регионах вместо хлестания памлаской женщин обливают водой. Интересно, что в диалектах для памласки существует множество названий, например, виновачка, годовачка, мрскачка, татар, небо корбач. Ваичко – яйцо – общеизвестный символ Пасхи. Яйцо – символ жизни, плодородия и рождения. Яйца красят в разные цвета или варят в луковой шелухе, чтобы получить красновато-коричневый оттенок. В чешской традиции женщины дарят яйца в качестве награды коледующим с памлаской. Яйца, которые представляют собой только скорлупу и сегодня служат главным образом для украшения, в чешском языке называются краслице. Это настоящие произведения искусства, украшенные тонким орнаментом, расписанные, иногда украшенные бусинками, кочечки или вербочки. Распустившиеся ветки вербы – один из символов Пасхи. Цветы вербы, маленькие и пушистые, напоминают котят, поэтому в чешском языке их называют кочечки. Они связаны с вербным воскресеньем, кветна неделя, которое отмечается за неделю до Пасхи. Это день, когда христиане вспоминают въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Тогда люди встречали его пальмовыми ветвями. Но пальм, конечно, в Чехии нет, поэтому в память об этом событии люди несут кочечки в церковь на освящение, а дома ставят их в вазу. Раньше верили, что они защищают от болезней. Еще один символ чешской Пасхи – жехточки. Жехточки – это деревянный инструмент, но отнюдь не музыкальный, потому что он издает очень неприятный звук. Согласно традиции, в чистый четверг колокола умолкают до воскресенья. Говорят, что они улетели в Рим. Поэтому жехточки используются, чтобы созывать людей в церковь. В небольших деревнях и по сей день мальчики ходят с жехточками, заменяя тем самым колокольный звон.
Еще один интересный символ чешской Пасхи – зеленое пиво. Зеленое пиво. Четверг перед Пасхой мы называем зеленым. Чехи по традиции в этот день едят что-то зеленое – шпинат или пасхальную запеканку – наадивка. В последние годы под влиянием Дня Святого Патрика появилось зеленое пиво. Его наливают только в этот день, и оно стало очень-очень популярным. Баранок готов, и мы достаем его из духовки. Слегка. Не слегка. О, боже. Ой, не слегка он пригорел у нас, но учитывая, что это первая выпечка, и учитывая, что это можно срезать, лицо-то у него там, где нужно, поэтому мы его оставим еще на 1-2 часа завернутым в полотенце. Ну и через 2 часа мы покажем вам результат. Итак, давайте посмотрим, что же у нас получилось. Так. Ну, кажется, он пропекся. Ну, что можно сказать, что основная форма у нас похожа на барашка, но в целом, конечно, это не тот идеальный баранок, который мог бы получиться. Так что, но, как я вам и обещала, это настоящий баранок, которого я испекла. Поэтому я думаю, что мы можем повязать ему ленточку. Так, у меня есть ленточка. И он может пополнить парад уродцев в интернете. Итак, вот такой барашек получился у меня. Я, в принципе, своим барашком довольна. Так как мне показалось, что мой баранок получился слегка недопеченным со стороны мордочки, я поставила его в духовку еще на 10 минут. В конце концов, его внешняя сторона стала более золотистой. Всем счастливой Пасхи и до новых встреч! Не знаю, что говорить в конце. Подписывайтесь, ставьте лайк. Да, и подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. И, возможно, кто-то из вас захочет испечь такого же баранка. Будет интересно посмотреть, что получилось у вас. Пока!